Регион Тиграй в Северной Эфиопии на весь мир славится своей коллекцией храмов, высеченных в скале, самый невероятный из которых – Абуна Ямата Гух. Эта 1500-летняя церковь находится на вершине 2580-метровой отвесной скалы и является самым опасным и труднодоступным местом поклонения на земле. Добраться туда могут только самые смелые и отчаянные, что делает высокогорную святыню уникальным свидетельством человеческой стойкости и религиозной преданности. Привет, друзья, вы на канале Эрудит, и сегодня в выпуске вы узнаете, какой секрет хранит небесная часовня Абуна Ямата Гух, самое труднодоступное место поклонения на земле. Итак, поехали. Эта эфиопская церковь была основана в V веке отцом Яматой, в честь которого она и получила свое название. Некоторые говорят, что храм основали в таком труднодоступном месте, чтобы быть поближе к небесам, а другие считают, что это был стратегический шаг для защиты от врагов. Сегодня Абуна Ямата Гух по-прежнему привлекает верующих, очарованных необычным расположением храма, его уникальными потолочными фресками и драгоценной древней Библией из козлиной шкуры. Управляет им высокопоставленный священник, который прожил там почти полвека и каждый день совершает сложные восхождения. Верующие, которые желают попасть в церковь, бесстрашно совершают двухчасовой поход в горы. Начинается восхождение с долины внизу, у подножья скалы. Тут они снимают обувь и начинают свой опасный путь. Последнее испытание веры происходит у входа в святыню. Узкий уступ скалы со смертельным обрывом слева не оставляет никому права на ошибку. Абуна Ямата Гух – это монолитный храм, он полностью высечен в скале. Земля, которая его окружает, считается святой, а потому у подножья все снимают обувь. Местный священник говорит, что несмотря на все опасности восхождения, данный маршрут благословлен. Никто здесь никогда не погибал. Господь спасает всех, кто падает. Здесь же в окружении безмолвных суровых скал находится и местное кладбище. На нем похоронены все священники, которые служили в этой церкви. Согласно преданиям, отец-основатель Абуна Ямата пришел сюда в V веке вместе с другими 9 святыми. Они были родом из разных мест – Византии, Рима и Сирии. Это были первые миссионеры, которые принесли в Эфиопию христианство. По словам священника, очень сложно лишь первые 45 минут восхождения. Нужно преодолеть 2 трудных отвесных участка. Тут важно хорошо держать равновесие и крепко хвататься за камни. Потом гиды, которые сопровождают верующих, подтягивают их с помощью веревки. Последние 2 минуты потребуют стальных нервов, чтобы совершить финальный бросок и пройти по самому опасному уступу высотой 200 метров. Абуна Ямата Гух является настоящей сокровищницей. Здесь находятся одни из самых древних произведений христианского искусства в мире. Интерьер церкви украшают портреты библейских героев и сюжеты из Нового и Ветхого Завета в Библии. Картин с изображением героев и притч Ветхого Завета больше, чем Нового. Местный воздух достаточно сухой, а потому все эти древние шедевры смогли сохраниться в своем изначальном великолепии и совершенстве. Изображения являются первыми свидетельствами христианства в Эфиопии. Многие посвящены 9 святым и 12 апостолам. Самые древние иконы имеют форму диптихов и триптихов. Все произведения искусства на этих стенах из песчаника датируются V веком. В церкви Абуна Ямата Гух есть местный гид,
и помощники на каждом этапе восхождения. Они призваны следить за тем, чтобы посетители правильно выбирали точку опоры и на какой камень ступать, а также помогают с веревками. Несмотря на столь пугающий подъем, церковь всегда довольно многолюдна. Местные прихожане сбираются на скалы несколько раз в неделю, в том числе матери с младенцами на спине, беременные женщины, дети и старики, чтобы присутствовать на службах. А на этом у меня все. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!